Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, о чем нельзя говорить с родными и близкими людьми, потому что таким образом вы можете навредить себе. Как это может проявиться? Это может проявиться в вашем достатке, в вашем благополучии, на вашем здоровье, а также рассказывая те или иные моменты, вы тем самым привлекаете беды и неприятности. Друзья, давайте вместе с вами более подробно далее во всем этом будем разбираться. Каждый из людей имеет свое видение на жизнь, на свой характер, и это нормально. Одни люди любят находиться в спокойствии, не любят рассказывать о своей жизни, а вот другие, наоборот, обожают быть на всеобщем обозрении, любят, когда о их жизни знают все. Они спешат даже поделиться важным каким-то событием, которое произошло в их жизни, даже не задумываясь о том, что это может быть кому-то действительно неинтересно. А когда их не оценивают по достоинству, они просто-навсего обижаются. Если посмотреть на жизнь богатых людей, они не выставляют свою жизнь на всеобщее обозрение, а показывают только то, что они считают нужным, и то, чтобы о них говорили. Знаете, своеобразная бесплатная реклама. И это правильный подход, и нужное соблюдение правил. Благодаря этому они имеют все то, что наполняет их жизнь. Ну, а вот если посмотреть на человека, у которого постоянные проблемы с деньгами, то можно увидеть то, что он часто что-то придумывает для того, чтобы показать, что у него есть больше, чем есть на самом деле. Такие люди часто живут в кредит, так как стараются купить телефон, телевизор и так далее. Пытаются равняться на других людей, у которых на это есть деньги, а живя в кредит, они еще хуже загоняют себя в угол. Важно научиться ставить цели, стремиться к ним и постепенно добиваться новых успехов, меняя свою жизнь в лучшую и в лучшую сторону. Не стоит делать так, чтобы самим в своей жизни перекрывать поступление положительных энергий, которые не только образуют вокруг вас энергетический застой, но и притянут к вам неудачи, проблемы, несчастья и даже проблемы со здоровьем. Ваша жизнь, она только ваша, и никому не нужно знать, что в ней происходит. Близкие люди и так находятся возле вас постоянно и сами видят любые изменения, будь то в лучшую сторону или в худшую сторону. А вот остальным людям это просто не нужно, так как одним просто неинтересно, и они часто из вежливости слушают ваши рассказы, не думая в этот момент ничего хорошего о вас, чем притягивают к вам ненужные энергии, а другие наблюдают за вашей жизнью, так как нечистосердечно относятся к вам, и им в радость все неудачи, которые происходят в ней. Привычка слишком много рассказывать о себе, запомните, ни к чему хорошему вас не приведет. Вы спросите, почему? А давайте с вами далее более подробно обсудим. Итак, во-первых, никогда не рассказывайте о ваших достижениях. Помните о том, что ваша семья идет с вами одним путем к любым вашим достижениям. Поддерживает вас в самые трудные минуты, подставляя свое плечо и давая в этот момент правильный совет. Радуется за вас в тот момент, когда у вас получается осуществить поставленные перед собой цели. А вот люди со стороны, даже если они неплохо к вам относятся, запомните, они никогда не будут испытывать такие чувства. Для многих на самом деле не имеет значения, что происходит в вашей жизни, так как они заняты только своей жизнью, а вот многие будут стараться наоборот навредить вам, чтобы вы не смогли добиться желаемого, делая вашу дорогу к цели непростой. Люди часто бывают завистливыми, когда они видят, что вы лучше их, что вы идете впереди. Вы можете поставить правильную задачу себе и реализовать ее. Они будут постоянно отправлять сильные негативные посылы, которые будут притягивать к вам сильный негатив. В свою очередь, он будет разрушать все то, что вы будете строить. Не стоит давать таким людям повод для того, чтобы потом не думать, как выходить из сложившейся ситуации и каким образом ее решать.
Возьмите за правило, то, что происходит в вашей жизни, нужно держать в секрете, и тогда это поможет вам сохранить положительные энергии, ваше благополучие в целостности и в сохранности. Обратите на это внимание. Далее, не стоит рассказывать окружающим людям о своей зарплате, о своем доходе, о том, сколько вы зарабатываете, сколько зарабатывает ваша семья. Помните о том, что это только ваше личное дело. Сколько вы получаете денег и что вы делаете для того, чтобы их иметь. Часто люди, глядя на ваш достаток, будут желать оказаться на вашем месте и этим не только перекрывать поступление денежной энергии в вашу жизнь, но и если их биополе окажется сильнее, могут даже отобрать эту денежную энергию у вас. Такие люди часто не стараются ничего заработать. Им проще сидеть и ничего не делать, рассказывая о том, что деньги просто не приходят в их жизнь, так как не любят их, а на вас они падают прямо с неба, а вы этого не заслуживаете. И никого на самом деле не будет интересовать, что, возможно, вы работаете, например, на 2 работах одновременно, подрабатываете в любое свободное время, в то время как такой человек сидит в этот момент на диване, так как на самом деле таких людей интересует только возможность, запомните, возможность отобрать денежную энергию у вас. Такие люди будут показывать озабоченность в те моменты, когда у вас начнутся проблемы с деньгами. В душе радуясь этому и таким поступкам, они будут еще на энергетическом уровне приносить вам больше вред, отбирая у вас остатки денежной энергии, которая осталась. А вот вернуть денежную энергию в вашу жизнь будет уже совсем непросто. Поэтому ваши финансы должны интересовать только вас. Не стоит вести разговоры о них, и таким образом вы сможете уберечь себя от ненужных денежных проблем. Помните о том, что то, что происходит в вашей семье, в вашем доме, в вашей квартире, также должно оставаться в ней. Ваша семья – это ваша крепость, и никому не нужно разрешать заходить на ее территорию. Даже тому, кого вы считаете самым близким другом, ведь многие из них хотели бы оказаться на вашем месте и иметь, например, такого мужа или такую же жену, детей, как у вас, а у них это не получается, как они не пытались бы, так как для этого у всех разные причины. Часто вам будут стараться навязать свое мнение в отношении семьи и рассказать, как у вас все плохо только из-за того, чтобы испортить или усугубить все то, что у вас есть. Так, например, маленькая ссора, которую вы бы буквально уже на следующий день и не вспомнили, то с помощью недоброжелателей, завистников может перерасти уже в огромный конфликт, который может затянуться на долгий период времени, и день изо дня он только будет усугубляться, нарушая идиллию вашей семьи. Или, показав вам на какую-то черту характера, например, вашего ребенка, человек со стороны будет рассказывать, что это неправильно, делая это сознательно, для того, чтобы подчеркнуть, что его ребенок намного лучше и такого бы никогда не подумал и не сделал бы, а на самом деле пряча от других нехорошие качества своего ребенка. Вы все свои семейные проблемы должны оставлять только в своей семье. Не выставлять их на всеобщее обсуждение и на обозрение. Ваша семья должна волновать только вас. Таким образом, вы не только не будете давать другим людям повод как-то вам навредить, но и вы сможете сохранить ее энергетическую целостность. Научитесь оберегать вашу семью от всего и от всех, что находится извне, и увидите, сколько неприятных моментов из вашей жизни просто-навсего пропадут. Также никогда не стоит говорить о своих планах, о своих каких-то целях, потому что, рассказывая о них, всем планы, помните, на то они и планы, что должны казаться того, кто их составляет. Есть очень простой закон, что все то, что вы запланировали, и пока это не сбылось, рассказали другим, никогда и ни при каких обстоятельствах ничего из этого не получится. Поэтому, если вы все-таки желаете, чтобы планы воплощались в жизнь, делайте это тихо и идя к ним, тогда у вас будет все получаться легко и быстро. А это уже будет радовать вас, а не огорчать. Многие люди могут вас специально отговаривать от разных планов, только потому, что они бы тоже хотели что-то такое воплотить в свою жизнь, а у них по какой-то причине просто-навсего это не получается. Так, например, вы скажете подруге
что хотите похудеть и, например, пойти в тот же спортзал или фитнес-центр и привести порядок в свое тело. Но, обращаю ваше внимание, ваша подруга вас будет от этого отговаривать, потому что тоже пробует это сделать. А у нее что? А у нее не получается, и она злится, она недовольна, и будет рассказывать вам о том, что не всем нужно этим заниматься, что, например, это вредно, что это бесполезно, обманывая вас и этим самым в данный момент отправляя вам посылы негатива, которые будут перекрывать энергетические потоки и мешать вам достигать желаемого. Если вы что-то наметили, если вы что-то спланировали, осуществите это. А все, кому нужно, сами увидят конечный результат, но не смогут уже на него повлиять, так как цель будет достигнута. Возможно, вы сами обращали внимание, что бывает такое, что у вас в голове завертелась какая-то мысль, и вы поделились с подругой, со знакомой, с соседкой, даже с родной сестрой, и в один момент вы рассчитываете, вы уверены, и вы даже знаете, что у вас должно все это реализоваться и осуществиться. Но проходит время, и вы узнаете, что это у вас не получается, и вы разочарованы, вам больно и неприятно. А что произошло? Вы сами себя сглазили, вы поделились этой информацией. В этот момент, кому вы поведали эту информацию, человек не задался день, да, были какие-то проблемы, были какие-то ситуации, и, соответственно, это все привело к тому, к чему привело. Поэтому вам нужно всегда думать. Даже если вас спрашивают, какие у тебя планы на будущее, какие у тебя планы на отдых и так далее, и так далее. Улыбайтесь, говорите, что вы еще не решили, что есть некоторые планы, но нужно это обсудить, нужно это обдумать и так далее. Таким образом, вы уже не рассказываете о том, что у вас будет. То же самое касается, когда вы отправляетесь в какое-то путешествие, на отдых, в отпуск. Очень часто бывает так, что человек еще не купил путевку, но уже всем рассказал о том, что он летит в какую-то экзотическую, например, страну или, например, на лыжи, кататься на лыжах, да, и потом в один момент оказывается, что появляется в семье форс-мажор, и эти деньги приходится отправлять вообще на третью ситуацию. Поэтому, чтобы такого не было, всегда думайте о том, что вы говорите, что вы делаете в своей жизни. Также учите этому и своих детей, потому что дети все-таки, они языкаты, они еще не понимают, что хорошо, что плохо, и тоже, находясь у ваших друзей или знакомых, а они, задав вопрос, дети могут рассказать. При этом они это делают искренне, а не для того, чтобы кому-то сделать зло. Но тем самым это нарушает уже энергетическую целостность вашей семьи. Помните, пожалуйста, об этом. Также никогда не стоит говорить и о проблемах со своим здоровьем, особенно если вы это придумываете. Почему? Потому что таким образом вы отправляете неправильный и ненужный для вас энергетический посыл, который показывает, что вы ожидаете ту или иную болезнь в свою жизнь, что вам она вот прямо сейчас нужна, так как вы о ней постоянно думаете. Наоборот, вы должны говорить о том, что у вас все хорошо, что у вас нет никаких проблем со здоровьем и что вы за это благодарны. То же самое касается, если у вас на данном жизненном этапе есть действительно какая-то проблема. Вам нужно говорить, что все решится, что это буквально временно, и верить в то, что все будет хорошо. Вы удивитесь, но все решится, проблема уйдет, и все действительно будет так, как вы того и хотели. Хорошо и порой даже лучше, чем можно было предположить изначально. Все проблемы со здоровьем уйдут. Обязательно сами себе произносите следующую фразу: «Я здорова», «Я успешна», «Я благополучна» не для кого-то, а для себя. Также не старайтесь в социальных сетях показывать, рассказывать свою жизнь, вне зависимости, все у вас прекрасно или у вас все сейчас не очень, потому что вы не знаете, кто в реальности смотрит ваши фотографии, кто в реальности листает вашу страничку. А есть люди очень глазливые, вы сами об этом знаете. Эти люди могут привнести в вашу жизнь очень большие неприятности и проблемы.
Поэтому помните о том, что ваша семья, ваш дом – это то место, где вы делитесь планами. Также бывает так, что в семьях бывает, что и муж не поддерживает, и родители не поддерживают. Здесь вы, конечно, должны уже выработать для себя принципы и понимание того, с кем вы можете делиться, а с кем нет. Потому что бывает так, что даже родная мама, она очень может быть глазливой, она быть против тех изменений, на которые вы стремитесь, на которые вы рассчитываете, потому что она считает, что это вам не нужно, у вас должны быть другие планы и так далее. Поэтому придерживайтесь, друзья, этих простых правил, старайтесь держать свою жизнь в секрете, и вам не придется переживать о том, что в ней что-то не получится или могут сорваться какие-то планы. Не забывайте, что вы творите свое энергетическое поле, и из каких энергий оно будет состоять, здесь решать только вам. Давайте себе правильные установки, придерживайтесь и наполняйте свою жизнь счастьем, удачей, любовью, благополучием, финансами, и у вас все и всегда будет хорошо. Помните об этом. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Девочки и мальчики, обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.